Здрасте, здрасте. Зрители меня часто упрекают в том, что вот, вроде вот напокупал себе всяких дорогих шняжечек. Мне бы такую китайскую приблуду, как у тебя. Ну да ладно. Сегодня я попытаюсь собрать экструдер из мясорубки. Надеюсь, что все получится. У мясорубки огромный шнек. Из-за этого можно будет засыпать не такой мелкий материал, как в китайский экструдер. В экструдере будут стоять два нагревающих тена. Один непосредственно на самом бункере, а второй на выходе. Сперва хотел намутить всю электронику на Arduino. Ну а зачем? Температурой будут управлять китайские пропорционально, интегрально дифференцирующие регуляторы. Да что я рассказываю? Давайте нарисую. Шнек мясорубки я планирую вращать шаговым двигателем, придав мощности червячным редуктором. Кольцевые тены, один 65 мм, другой 25 мм, будут управляться двумя пит-регуляторами. На бункере-мясорубки температура будет немного ниже, чем на выходе из сопла. Так задумано для того, чтобы материал не налипал на шнек. Я не буду собирать аппарат с нуля. Заготовка у меня уже есть. В прошлом этот аппарат служил для производства 10-мм гранул из толстых кусков пластмассы. Вот он. Точнее не гранул, а прутка. Под воздействием кольцевого тена мясорубка разогревалась почти до 200 градусов. Вращение осуществлялось с помощью директ-драйва с прямым приводом. А проще говоря, мотор-колесо от гироскутера. Из этого аппарата давился пруток диаметром 10 мм, после чего измельчался в гранулы и засыпался в китайский экструдер. Я уже внес, конечно, в него изменения и наполовину собрал. Хотел произвести съемку уже на тесте данного аппарата, но подумал, что вам будет интересно, как я его запущу. Приступим! В качестве термоизоляции мясорубки я использовал ткань из рабочей одежды норильского никеля. Это теплостойкий материал, выдерживает температуру почти до 200 градусов. Для крепления редуктора использовал шпильки. Это очень удобно для регулировки высоты. В качестве генератора импульсов я использую когда-то собранную мной схему «Бегущие огни». Ну а почему бы и нет? В этой схеме отличный генератор на микросхеме NE555. На борту уже установлен 48-вольтовый блок питания. Прибор будет иметь управление скоростью и реверсом шнека. Для начала подключу все нагревательные элементы и датчики температуры. Что-то много электрики и электроники получилось в данном приборе. В будущем я буду собирать еще один экструдер, так называемый малобюджетный, который будет отличаться своей простотой и надежностью. Зацеплю драйвер для движка MB450, хотя, наверное, эти цифры мало о чем вам говорят. Ну и заодно проверю редуктор с передаточным соотношением 1 к 40. Мотор, конечно же, слабоват для данного аппарата. Надеюсь компенсировать его неплохим червячным редуктором. Как же женить шнек от мясорубки и редуктор в домашних условиях без специальных станков обработки? Выход нашелся. Вот он. Этот блок вращающихся головок поперечно-строчной записи от видеомагнитофона. А в простонародье башка от маффана. Из нее я сделаю муфту. Да, это те самые головки, которые стояли почти в космическом аппарате под названием видеорекордер, стоимостью в половину «Жигулей». Те, кто постарше, наверняка помнят, как чистили эти головки после 20-кратного просмотра немецкой порнушки. Красота! Бошки от маффана получили вторую жизнь. Будем ставить. Ну, в общем-то, все близится к завершению. Единственная деталь, которую мне пришлось попросить выточить, это вот этот вот переходник. Огромное спасибо Владимиру из Кыркана, который помог мне выточить данную приблуду.
В сборе все это будет выглядеть вот так. Приступаю к конечной сборке. Сопло у меня будет сделано из водопроводной заглушки. Просверлю его сверлом 1,6 мм. Один мой подписчик дал мне дельный совет, что надо ставить сетку для фильтра. И найти ее можно в старом кинескопе от телевизора. В поисках сетки нашел телевизор. Сейчас попробую разбить кинескоп. Ну, красотень. Как бы ее еще разместить? Да, аппарат, конечно, получился не похожий на экструдер, а чем-то напоминающий исследовательский прибор из моего любимого фильма «Стар Трек». В общем-то, монтаж моего синхрофазопозитронного хайдера закончен. Теперь ему нужно что-нибудь скормить. У меня есть клавиатура из АБС пластика. Сейчас я ее размотаю и приступим к испытаниям. Вроде разогрелся. Ну что, будем пробовать? Коллайдер для пластика. Ну вроде все отлично. Все работает. Пластик давится. В паре со станком протяжки нить получилась более стабильного диаметра. Средний диаметр нити 1,8 мм. Конечно, предстоит еще очень много настроек, но по первым тестам уже видно, насколько стабильная и прочная получилась нить. Ну, в общем-то, прут получился. И даже более-менее стабильный. С диаметром 1,85 мм. Но, к сожалению, сам экструдер получился дороговат к сборке в домашних условиях. Почти 9000 рублей. Если вам будет интересно, то я намучу бюджетный экструдер в районе 1500-2000 рублей, для которого можно будет найти все шабашки либо на помойке, либо на скупках. Для этого нужна труба водопроводная, заглушка, сверло, вот такой автомобильный редуктор, компьютерный блок питания, кольцевой тен и пит-регулятор. Сегодня я ничего печатать не буду. А в будущих сериях я размотаю вот этот вот принтер, получу пруток из него уже на новом экструдере. И уже тогда будет ясно, насколько стабильно он работает. А в ближайших сериях я попробую напечатать вот из этой ленты. Возле магазинов, в районе складов, она валяется просто километрами. За полчаса я набрал целую коробку упаковочной ленты. Пробные тесты печати показали себя просто обалденно. Этот материал очень легко подготовить к печати. Напоминаю, что мой канал не только 3D печати. Другие каналы не собираюсь открывать. В будущих сериях я покажу, как заработать на сломанном телевизоре. Или собрать вот такой телевизор самому, из монитора. После чего забарыжить его и радоваться прибыли. Давайте подумаем вместе, как использовать пластик без 3D печати. Пишите свои, даже безумнейшие идеи. Вот это будет лайк для меня. Кто смотрел видео по переработке медицинских масок, пожелали назвать это прекрасное растение ковид. Как видите, он жив-здоров. Не болейте и храни вас Господь. До встречи.